Каждый день на главных трассах страны сотни дальнобойщиков рискуют не только своей жизнью, но и свободой, сталкиваясь с законами, которые зачастую не работают. Один из них, Александр Петров, проезжал через заброшенное шоссе вблизи небольшого городка. Ночь окутала дорогу, и слабый свет фар лишь подчеркивал одиночество водителя, когда его внимание привлекла группа мужчин в темных одеждах, стоящих на обочине. Они явно что-то замышляли. Александр замедлил скорость, присматриваясь к ситуации. Внезапно один из мужчин поднял руку, сигнализируя ему остановиться. В этот момент в голове у водителя проносились мысли о последних новостях о грабежах на дорогах. Он знал, что подобные ситуации могут закончиться плохо. В этом районе ходили слухи о бандитах, которые останавливают грузовики и забирают все, что стоит денег. Не дождавшись дальнейших указаний, Александр решил проехать мимо. Он увеличил скорость, но в зеркалах уже заметил, как мужчины начали преследовать его на старом автомобиле. Сердце забилось быстрее. На горизонте виднелся свет другого грузовика. Это был шанс. Он включил дальний свет и начал сигналить, надеясь привлечь внимание товарища по дороге. Ситуация накалялась. Преследователи приближались, и Александр, обдумывая свои действия, вспомнил о своих дальнобойных друзьях, которые часто обсуждали необходимость создания неофициальной системы самообороны на дорогах. Водители объединялись, делясь опытом и методами защиты от нападений. Внезапно он увидел светоотражающие фары грузовика, который двигался навстречу. Александр быстро сменил полосу, пытаясь выровнять траекторию. Водитель встречного грузовика, заметив беспорядок, сигналил ему. Александр, рискуя, выскочил на встречную полосу, и в этот момент его преследователи резко сбавили скорость, не желая сталкиваться с другим грузовиком. Этот маневр спас его от неминуемой угрозы. Когда он проехал мимо, его сердце все еще колотилось. Он остановился на ближайшей автозаправочной станции, чтобы отдышаться и обработать произошедшее. Местные водители, обсуждая свои истории, отметили, что такая ситуация становится все более привычной. Каждый из них мог бы оказаться на месте Александра. Эта ночь оставила у него глубокий след. Он решился на встречу с другими дальнобойщиками, чтобы обсудить создание своего рода патрульной сети. Но уже сейчас он понимал, что чем больше они объединятся, тем больше шансов на успех. Закон на трассах часто оказывается бессильным, и иногда именно дальнобойщики должны брать ситуацию в свои руки. После напряженной ночи Александр встретился с несколькими дальнобойщиками на одной из автозаправочных станций. Они собрались вокруг стола, обсуждая последние события на трассах. Каждый из них делился своими историями о нападениях и сумасшедших ситуациях, в которых им приходилось оказываться. Огромное количество отзывов подтвердило, что вопросы безопасности становятся актуальными как никогда. Александр выдвинул идею создания неофициальной системы контроля на трассах. Мы должны установить связи между собой, чтобы быть в курсе всего, что происходит вокруг, сказал он, привлекая внимание собравшихся. Лишь за последние несколько месяцев в их округе произошло несколько грабежей. Один из коллег, Игорь, вспомнил случай, когда его друг стал жертвой нападения. Группа бандитов остановила его грузовик и забрала все, что имело хоть какую-то ценность. В тот момент, когда ребята начали выстраивать систему связи, стало ясно, что без поддержки друг друга не обойтись. Один из дальнобойщиков предложил использовать рации для передачи информации о подозрительных машинах или происшествиях. Другой, более старший водитель рассказал о том, как в его времена существовала сеть знакомств, где каждый знал своего соседа по дороге. «Если кто-то что-то видел, он сразу сообщал остальным», — сказал он и добавил, что подобные системы могли бы спасти жизни, если бы они снова заработали. На следующий день все собравшиеся дальнобойщики начали общаться в группах в мессенджерах. Они делились своими маршрутами и создавали карту, на которой отмечали опасные участки. Каждый вечер они собирались на заправке, чтобы обменяться новостями и обсудить происшествия. Начало работы инициативной группы вдохнуло в них надежду. Но не все были рады такому развитию ситуации. Местные власти считали, что создание подобной системы может привести к бесконтрольным действиям. Когда информация о новых патрулях достигла ушей полиции, некоторые сотрудники начали вызывать дальнобойщиков на допросы. «Зачем вам это нужно? Вы собираетесь сами устанавливать свои законы?» — спрашивали они. Дальнобойщики понимали, что власти не всегда готовы к сотрудничеству. Тем не менее, ситуация на трассах не изменялась. Нападения продолжались, и вскоре в одной из бесед дальнобойщики решили, что им необходимо принимать более решительные меры.
Они начали изучать возможности совместных патрулирований. Каждую неделю 1 или 2 грузовика выезжали в рейс вместе. Это создавало ощущение безопасности и позволяло быстрее реагировать на угрозы. Если вам понравилась история о смелых дальнобойщиках и их борьбе за безопасность на дорогах, не забудьте подписаться на наш канал. А если хотите поддержать наш проект, ссылка для доната в описании, или просто наведите камеру на QR-код, и ваша помощь будет как надежный дальномер в тумане. Однажды, во время одного из таких совместных рейсов, они стали свидетелями необычной ситуации. На обочине дороги стоял джип с открытым капотом, а неподалеку виднелись 2 мужчин, которые пытались починить его. Дальнобойщики обменялись взглядами, и прежде чем кто-то успел что-либо сказать, они решили остановиться и предложить помощь. Но, как оказалось позже, это было еще одно испытание на прочность их новой системы безопасности. Дальнобойщики остановились у джипа, и один из них, Игорь, вышел из своего грузовика, чтобы предложить помощь. Он подошел к мужчинам и спросил, что случилось. Один из них с ухмылкой объяснил, что их машина сломалась. Игорь заметил, как второй мужчина нервно смотрел по сторонам, и у него возникло подозрение, что ситуация может быть не совсем обычной. Вдруг один из водителей, назовем его Сергей, наклонился к Игорю и тихо произнес: «Давай-ка держим ухо востро». «Не нравится мне это?» Игорь кивнул, понимая, что их новая система безопасности должна работать даже в таких ситуациях. Вместо того, чтобы просто помочь, Игорь предложил проверить, есть ли у них запасные части для ремонта. Мужчины переглянулись, и один из них, казалось, засомневался. «Мы сами справимся», — ответил он, но в его голосе слышалась растерянность. Дальнобойщики начали осторожно отходить к своим машинам, зная, что всегда лучше иметь план на случай непредвиденных обстоятельств. В этот момент Сергей вспомнил о необычных методах самозащиты, которые обсуждали ранее. Они установили в своих грузовиках специальные устройства, сигнализации, которые можно было активировать дистанционно. Если возникала угроза, достаточно было нажать кнопку, и грузовик начинал издавать громкие звуки, привлекая внимание окружающих. Сергей вернулся к джипу и, не теряя времени, сказал: «Если у вас все в порядке, мы поедем. У нас есть дела». Мужчины переглянулись, и один из них поднял руки, показывая, что они не собираются причинять вред. Дальнобойщики, не желая рисковать, сели в свои грузовики и уехали, но тотальный контроль на трассах заставлял их быть бдительными. Проезжая мимо, Игорь заметил, что джип начал двигаться за ними, и быстро передал информацию по радио другим дальнобойщикам. «Держите ухо востро, возможно, нас преследуют», — сообщил он, а остальные тут же начали менять маршрут, чтобы запутать возможных нападающих. Вскоре они столкнулись с другой группой дальнобойщиков, которые уже знали о ситуации. Их объединившиеся усилия создали мощный патруль. Каждый водитель знал свою роль. Кто-то был на связи с центральным пунктом, кто-то следил за окружающей обстановкой. Дальнобойщики начали использовать рации для координации своих действий, а также готовили специальные средства защиты, разработанные с учетом реальных угроз. Несколькими днями позже, когда они снова выехали в рейс, все они были более подготовлены. Каждый день проходил в режиме повышенной бдительности. Они начали использовать не только рации, но и видеокамеры, установленные на кабинах, чтобы записывать любые подозрительные действия на трассе. Это создавало дополнительный уровень защиты и позволяло оперативно реагировать на угрозы. Работа системы контроля на трассах начала приносить плоды. С каждым днем дальнобойщики становились все более уверенными в своих действиях. Но однажды они оказались в ситуации, которая проверила все их методы самозащиты на прочность. На горизонте показалась группа машин, движущихся в их направлении. Водители переглянулись. Это была не просто встречная полоса. Это могло быть что-то большее. Ситуация накалялась, и они готовились к возможной стычке. Ситуация на дороге становилась все более напряженной. Группа дальнобойщиков, заметившая приближающиеся машины, мгновенно активировала свои системы связи. Они начали обмениваться сообщениями, каждый из них искал способ оценить, с кем они имеют дело. Внезапно один из водителей заметил, что в одной из машин сидели люди в форме. Это было неожиданностью, ведь у дальнобойщиков уже сложилось собственное представление о власти, которое зачастую игнорировало их проблемы. Александр, находясь за рулем своего грузовика, внимательно следил за происходящим и начал задаваться вопросами. «Почему они тут? Есть ли у них информация о нас, о наших действиях?» — думал он. Беспокойство росло, и каждый понимал, что взаимодействие с местными властями может быть рискованным.
Когда машины приблизились, из одной вышел полицейский, который подошел к группе дальнобойщиков. Сначала он представился. «Я старший лейтенант Вячеславов. Мы получили информацию о возможном нарушении на трассе». Громкий звук его голоса привлек внимание всех водителей, и они начали переглядываться, понимая, что ситуация накаляется. Вячеславов продолжил. «Согласно жалобам местных жителей, на дороге происходит что-то неладное. Вы все свидетели и, возможно, участники». Дальнобойщики начали переговариваться между собой, и их недовольство росло. Они знали, что создают свою систему безопасности не потому, что хотят нарушать закон, а потому, что закон сам по себе не действовал. Сергей, один из самых смелых, решил выступить. «Мы делаем это не ради нарушения. Мы защищаем себя и друг друга, потому что на дороге нас никто не защищает». Слова Сергея вызвали резонанс в группе, и остальные поддержали его. «Если вы хотите узнать, что происходит, присоединяйтесь к нам», — добавил Игорь, указывая на их грузовики. Неприятное молчание повисло в воздухе. Вячеславов оказался в затруднительной ситуации. Он понимал, что с одной стороны его долг защищать закон, а с другой он видел, как водители сплачиваются для защиты друг друга. «Вы думаете, что все это может обойтись без последствий?» — спросил он, и его голос стал более угрюмым. Дальнобойщики начали рассказывать о своих нападениях и о том, как власти бездействовали, игнорируя их отчеты о грабежах. Вячеславов задумался и, возможно, начал осознавать всю сложность ситуации. «Я не могу гарантировать поддержку, но могу попробовать донести ваши слова до вышестоящих», — произнес он, и его тон внезапно смягчился. Однако не все в полиции разделяли его мнение. Вскоре к месту подъехали еще несколько машин с полицейскими. Новый офицер, более агрессивный, начал угрожать задержанием за самоуправство. Он утверждал, что дальнобойщики нарушают закон, создавая свои патрули на трассах. Конфликт накалялся, и Александр чувствовал, что ситуация может выйти из-под контроля. Они могли оказаться между молотом и наковальней. С одной стороны полиция, с другой — бандиты. Тем временем один из дальнобойщиков заметил, что вдалеке действительно приближается черная машина, похожая на ту, что преследовала их раньше. Вскоре стало очевидно, что это может быть не просто случайность. Внезапно конфликт с полицией стал не единственной угрозой, и напряжение на трассе достигло предела. Теперь им нужно было действовать быстро и четко, чтобы не оказаться в ловушке. Напряжение на трассе достигло критической отметки. Полицейские машины стояли в ряд, а дальнобойщики группировались, готовясь к возможной стычке. Внезапно один из водителей заметил, что черная машина, приближающаяся сзади, стала слишком активной. Она резко увеличила скорость, и у всех появилась тревога. В этом моменте каждый понимал — время действовать. Александр, решивший не ждать, пока ситуация усугубится, поднял рацию и сообщил остальным: «Готовьтесь к экстренному маневру. Если что-то пойдет не так, начинаем действовать». Дальнобойщики начали подготавливать свои грузовики к возможной защите. Они были готовы дать отпор, если потребуется. Тем временем черная машина выехала на обочину и остановилась. Из нее вышли два человека в темной одежде. Они быстро осмотрели ситуацию и, похоже, не собирались отступать. Один из мужчин вышел вперед и направился к полицейским, в то время как второй остался неподвижно следить за дальнобойщиками. «Что они задумали?» — спросил Сергей, поднимая брови. «Неужели они собираются вмешаться?» Дальнобойщики долго размышляли, что делать. Вся их система безопасности могла оказаться под угрозой. Ситуация внезапно разрядилась, когда полицейский, стоящий ближе всего к черной машине, подошел к ним и начал говорить. Он оказался не тем, кто собирался разбираться с дальнобойщиками. Оказалось, что это было их удачное вмешательство. Черные машины принадлежали частным охранникам, которых местные власти наняли для обеспечения безопасности на трассе. Офицер Вячеславов, который все это время наблюдал за ситуацией, увидел шанс унять напряжение. Он вскоре подошел к охранникам и объяснил ситуацию, в которой оказались дальнобойщики. Это был поворотный момент. Охранники решили объединить усилия с дальнобойщиками и предложили свою помощь. «Мы также знаем, как тяжело на дороге», — сказал один из охранников, и его слова принесли долгожданное облегчение. «Если вы хотите, мы можем патрулировать вместе. У нас есть опыт работы с угрозами». Дальнобойщики начали переговариваться между собой, понимая, что это может стать шансом на улучшение их ситуации. Сергей, почувствовав, что им необходимо показать единство, предложил: «Давайте организуем совместный рейд. Мы можем работать вместе с охраной, чтобы обеспечить безопасность на трассах».
Все согласились с этой идеей, и вскоре возникла новая стратегия. Дальнобойщики начали выстраивать свои маршруты в сотрудничестве с охранниками, чтобы перекрыть потенциальные зоны опасности. Один из первых совместных рейдов состоялся на следующей неделе. Они проехали через несколько участков трассы, которые ранее считались небезопасными. Каждый раз, когда они останавливались, охранники делали обходы и проверяли окрестности. Внезапно, патрулируя одну из таких зон, они заметили подозрительные автомобили, которые начали следовать за ними. Александр, находясь в кабине своего грузовика, передал информацию по рации. «У нас есть следящие за нами машины. Готовьтесь к возможным действиям». Дальнобойщики мгновенно активировали свои системы связи, а охранники начали организовывать блокировку. Напряжение нарастало, и каждый понимал, что это может стать их самым важным испытанием. Через несколько минут подозрительные автомобили начали медленно приближаться, а водитель первого автомобиля высунул руку, показывая жест, который мог означать лишь одно — они собирались напасть. Дальнобойщики и охранники были готовы к ответному шагу. Это была не просто борьба за безопасность, это было сражение за их право на жизнь на дороге. Подготовка к возможному столкновению с подозрительными автомобилями достигла своего пика. Дальнобойщики и охранники заняли стратегические позиции, готовясь к обороне. Александр, сидя в своем грузовике, удерживал руку на рации, ожидая команду. Сердце колотилось от ожидания, когда один из автомобилей, следовавший за ними, начал резко маневрировать. Дальнобойщики, понимая, что атака неизбежна, начали включать свои системы сигнализации, которые раздавались как сирены, привлекая внимание к их группе. Этот шум стал сигналом для всех участников. Охранники начали выстраиваться в линию, закрывая доступ к грузовикам. Это был момент, когда каждый мог проявить свои способности и навыки, отработанные за долгие годы. Вдруг один из охранников заметил, что в одном из подозрительных автомобилей выходят люди. Они были одеты в темные одежды и, похоже, были вооружены. «Смотрите, они выходят!» — закричал охранник, указывая на приближающихся мужчин. Дальнобойщики ощутили, как их адреналин закипает. Они понимали, что теперь в их руках не только ответственность за собственную безопасность, но и за безопасность всех вокруг. Александр, пользуясь моментом, закричал: «Не стойте на месте! Объединяйтесь! Вставайте в круг!» Все дальнобойщики быстро выстроились в защитное кольцо, готовясь к встрече с нападающими. Охранники держали свои позиции, готовясь к возможному противостоянию. В это время один из нападающих сделал шаг вперед и, подняв руку, закричал: «Вы не должны вмешиваться в наши дела!» Его голос звучал угрожающе, и это только подогревало страх у тех, кто стоял перед ним. «Мы не уйдем, пока не получим то, что нам нужно», — добавил он, и его товарищи начали приближаться. Дальнобойщики, не растерявшись, начали выдвигать планы. Сергей, всегда готовый к действиям, вытащил из своего грузовика баллончик с краской и, сказав: «Если они попытаются приблизиться, я их встречу». Остальные тоже начали искать подручные средства. В грузовиках находились не только инструменты, но и запасные части, которые могли бы стать оружием в их защите. Нападающие, увидев готовность дальнобойщиков, замерли на месте, не ожидая такой реакции. Пришлось немного отступить. Один из охранников воспользовался этой паузой, чтобы попробовать установить контакт с нападающими. «Мы можем решить это мирным путем. Вам нужно просто уйти». Но ответом было лишь угрожающее молчание. Тем временем Александр заметил, что одна из машин, стоящих неподалеку, начала двигаться. «У них есть подмога!» — закричал он, и все начали готовиться к возможному большему конфликту. Нападающие, собравшись в группу, обменивались взглядами, словно принимая решение о том, как действовать дальше. Это был момент, когда дальнобойщики осознали, что теперь они не просто жертвы, они стали командой. Они начали использовать свои навыки, чтобы действовать слаженно, объединившись в борьбе за собственные права и безопасность. Впервые у них появилась реальная возможность защитить себя и свои машины. Они были готовы ко всему, и эта решимость стала их главным оружием. Впереди ожидали сложные испытания, но каждый из них знал, что теперь они не одни. Ситуация на трассе накалилась до предела, когда дальнобойщики, объединившись с охранниками, готовились к возможному столкновению. Нападающие, заметив уверенность водителей, стали терять инициативу. Дальнобойщики сосредоточились, ожидая, когда нападающие предпримут дальнейшие действия. Александр, находясь в грузовике, взглянул на своих товарищей. Они понимали, что им нужно защищать не только себя, но и свою профессию.
На протяжении карьеры он сталкивался с предвзятым мнением о дальнобойщиках. Их часто считали маргиналами, неспособными на большее, чем просто вождение грузовиков. Но сейчас они имели возможность показать свою силу и сплоченность. Напряжение на дороге продолжало расти. Нападающие начали медленно продвигаться вперед, но дальнобойщики не собирались отступать. Они подготовили свои грузовики к обороне, выставив вперед сильные фары и включив сигнализации. Каждая машина стала крепостью, готовой к защите. Один из охранников заметил, что неподалеку собираются еще машины. «Смотрите, это может быть подмога!» — закричал он. Александр понял, что нужно действовать. «Все, кто может, займите позицию у машины. Остальные будьте начеку!» Дальнобойщики начали перешептываться о том, как им действовать. Каждый осознавал, что их действия могут изменить ситуацию на трассе. Они начали действовать слаженно, используя свои навыки. Кто-то занимал позицию у грузовика, кто-то проверял запасные части и инструменты. Вдруг неподалеку появился грузовик, принадлежавший местной благотворительной организации. Водитель вышел и закричал: «Я слышал о вас, мы готовы помочь!» Это стало неожиданным поворотом событий. Водитель представился Игорем и рассказал, что его организация собирает помощь для водителей, пострадавших на трассах. «Если вам нужна поддержка, вы не одни», — добавил он. Дальнобойщики почувствовали поддержку. Это подтверждало, что их борьба не осталась незамеченной. В это время нападающие, заметив, что давление на них возрастает, начали отступать. Но это лишь разозлило их. Один из мужчин крикнул: «Вы не сможете этого избежать! Мы вернемся!» Александр, понимая, что угроза еще не устранена, собрал команду. «Мы должны быть готовы к следующему нападению. Давайте усилим охрану и продолжим действовать слаженно». Каждый дальнобойщик знал, что их борьба за безопасность на трассах продолжается. Союз с охранниками и поддержка местной организации открывали новые возможности для взаимодействия с обществом. Эта борьба могла изменить не только их жизнь, но и отношение к дальнобойщикам в глазах окружающих. Ситуация на трассе накалилась до предела. Дальнобойщики и охранники встали в круг, готовясь к возможному нападению, когда один из нападающих выдвинулся вперед и крикнул: «Вы не знаете, с кем связываетесь!» Его слова вызвали у всех настороженность. Нападающие были частью более крупной схемы, о которой никто из них не подозревал. На горизонте появилась другая машина, и из нее вышел человек в дорогом костюме. Его уверенная походка и самодовольная улыбка вызывали опасения. Он подошел к нападающим, и вскоре между ними начался разговор. Дальнобойщики начали перешептываться, не понимая, что происходит. Один из охранников, имевший опыт работы в полиции, предположил: «Это не просто бандиты. Они работают на кого-то, кто стоит за ними». Александр смотрел на человека в костюме и почувствовал, как тревога охватывает его. «Кто же этот человек и что он замышляет?» — думал он, стараясь понять, с кем они имеют дело. Внезапно нападающий, который разговаривал с костюмированным, поднял руку, и один из его спутников бросился к грузовикам. «Не стойте на месте! Они собираются напасть!» — закричал он. Дальнобойщики мгновенно сориентировались, выставляя свои машины в линию. Александр, заметив, что ситуация накаляется, крикнул: «Занимайте позиции! Мы не позволим им нас уничтожить!» Человек в костюме подошел ближе и с издевкой произнес: «Вы думаете, что сможете помешать нам? Вы не понимаете, кто здесь хозяин». В этот момент охранник, ранее работавший в полиции, узнал человека в костюме. Это местный бизнесмен, контролирующий нелегальные операции в округе. Он заказывает нападения на водителей, чтобы запугать их и заставить платить за защиту. Эти слова заставили всех замереть. Они осознали, что противостоят не просто бандитам, а целой преступной организации. Александр, собрав всю свою решимость, сказал: «Мы не будем поддаваться запугиванию. Если мы объединимся, мы сможем противостоять этому беззаконию». Все дальнобойщики начали действовать слаженно, готовясь к решающему шагу. Нападающие, поняв, что их план рушится, начали отступать, но человек в костюме, разъяренный, закричал: «Вы не сможете уйти! Мы вернемся и уничтожим вас всех!» Его угроза повисла в воздухе, и все поняли, что борьба только начинается. Александр собрал своих товарищей и сказал: «Мы должны сообщить о них в полицию! Не можем оставлять это без внимания!» Они поняли, что их борьба за безопасность на трассах выходит на новый уровень. Теперь они были готовы сражаться не только за себя, но и за будущее всех дальнобойщиков. После столкновения с нападающими Александр и его команда поняли, что им нужно действовать быстро.
Нападения на дальнобойщиков продолжались, и важно было собрать больше информации о преступной организации, стоящей за этим. Они решили обменяться опытом и историями из жизни, так как у каждого были свои переживания на дороге. На следующей встрече в кафе неподалеку от трассы дальнобойщики начали делиться своими историями. Один из водителей, Игорь, рассказал о своем столкновении с бандитами. Это было несколько месяцев назад. Я ехал по ночной трассе, когда заметил, что меня начали преследовать два автомобиля. Я быстро связался с другими дальнобойщиками на рации, и они приехали на помощь. Когда бандиты поняли, что я не один, они свернули на обочину и исчезли, поделился Игорь, его голос наполнялся решимостью. Эта история вдохновила других водителей. Каждый понимал, что совместные действия могут противостоять любому врагу. Обсуждая важность связи и поддержки друг друга, они укрепили командный дух. Другой водитель, Сергей, вспомнил случай осенью прошлого года. «Я стал свидетелем, как один дальнобойщик попал в аварию. Его грузовик перевернулся, и он не мог выбраться. Я остановился, вызвал скорую и остался с ним до приезда спасателей. Я знал, что не могу бросить человека в беде. Эта история также произвела глубокое впечатление на всех присутствующих, подчеркивая важность заботы о других на дороге. Александр, слушая эти истории, осознал, что их борьба за безопасность — это общая история всех дальнобойщиков. Мы можем использовать наш опыт, чтобы объединиться против тех, кто угрожает нам. «Если будем работать вместе, мы сможем изменить ситуацию», — сказал он, и все согласились. Обсуждая дальнейшие действия, они решили сообщить о своих историях в местные органы власти, чтобы привлечь внимание к проблемам на трассах. Запланировав встречу с представителями полиции, они намеревались озвучить свои опасения и предоставить информацию о преступной организации. Эта встреча стала кульминацией их усилий. Каждая рассказанная история подтверждала реальные угрозы, с которыми сталкиваются дальнобойщики. В этот момент они осознали, что их опыт может сплотить не только их, но и другие сообщества вдоль трасс. Каждый из них знал, что впереди их ждет непростой путь. Но теперь они были готовы бороться за свою безопасность и безопасность всех водителей на дорогах. Встреча с представителями полиции состоялась через неделю. Дальнобойщики, собравшись в местном отделении, чувствовали смесь волнения и решимости. Они подготовили свои истории, каждый из них знал, что его опыт важен для общего дела. Когда они вошли в зал, на них смотрели с любопытством. Полицейские, сидящие перед ними, были готовы выслушать, но никто не знал, чего ожидать. Александр первым начал рассказывать о нападениях, с которыми сталкивались дальнобойщики на трассах. Он описал не только инциденты, но и атмосферу страха, которая царила среди водителей. «Мы не можем продолжать работать в таких условиях. Нам нужно объединиться, чтобы положить конец этим преступлениям», — сказал он, глядя в глаза полицейским. После его выступления встали другие водители, делясь своими переживаниями. Игорь, Сергей и множество других рассказали о своих историях, от преследований до спасения людей, попавших в беду. Чем больше они говорили, тем больше становилось очевидно, что это не просто личные истории, а крик о помощи, сигнал, что дальнобойщики нуждаются в защите. Полиция, услышав эти слова, начала осознавать всю серьезность ситуации. Один из офицеров, старший лейтенант Вячеславов, встал и сказал: «Мы не можем игнорировать ваши истории. Это не просто проблемы отдельных водителей, это угроза для общества в целом. Мы готовы работать с вами и рассмотреть меры для вашей безопасности». В результате этой встречи началась работа над созданием рабочих групп, где дальнобойщики могли бы сотрудничать с полицией, предоставляя информацию о подозрительных действиях и получая защиту на трассах. Также было решено организовать регулярные патрули, включающие полицейских и охранников, работающих совместно с дальнобойщиками. Месяцы спустя изменения стали заметны. На трассах стало безопаснее. Дальнобойщики чувствовали себя более защищенными, и их работа снова обрела смысл. Александру и его команде удалось создать сообщество, способное противостоять угрозам и защищать своих членов. Внедрение новых стандартов безопасности и активное сотрудничество с полицией привело к снижению числа нападений. Однако необходимость оставаться бдительными не исчезла. Вот так, ребята, дальнобойщики реально делают дороги безопаснее. Если вам нравятся наши истории и вы хотите поддержать этот проект, не забудьте подписаться на канал. Мы тут не только о грузовиках, но и о важном.
А если хотите помочь еще больше, ссылка для доната в описании или QR-код на экране – ваша поддержка как хороший маршрут в дороге. Каждый дальнобойщик понимал, что безопасность – это совместная ответственность. Они продолжили обмениваться опытом и поддерживать друг друга. В результате на дорогах сформировалась новая культура, в которой каждый знал, что может рассчитывать на других. На горизонте маячила надежда. Дальнобойщики не только защищали свою профессию, но и боролись за свои права, открывая путь для будущих поколений. Теперь они знали, что вместе могут преодолеть любые преграды. Эта история осталась в памяти каждого, кто когда-либо сталкивался с опасностью на дороге. Они стали свидетелями того, что единство и решимость способны изменить не только свою жизнь, но и общество в целом.